жизни мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда гнев и поспешные решения затмевают разум. Но всегда ли то, что кажется нам препятствием, действительно является угрозой? Эта притча о великом Чингисхане и его верном соколе показывает, как легко можно потерять самое ценное из-за необдуманных действий. История, полная мудрости, напомнит нам о терпении, доверии и последствиях наших поступков. Слушайте внимательно, ведь эта история содержит глубокий урок, способный изменить ваш взгляд на жизнь. Притча «Сокол Чингисхана». Однажды утром Чингисхан со своей свитой отправился на охоту. Его спутники вооружились луками и стрелами, а сам он держал на руке любимого сокола. С ним не мог сравниться никакой стрелок, потому что птица высматривала жертву с неба, куда человек не способен подняться. И все же, несмотря на азарт, овладевший охотниками, никто из них так ничего и не добыл. Разочарованный Чингисхан возвращался в свой лагерь и, чтобы не вымещать дурное настроение на своих товарищах, удалился от свиты и поехал один. Он слишком задержался в лесу и изнемогал от усталости и жажды. Из-за засухи, случившейся в том году, речки пересохли, и нигде нельзя было найти ни глотка воды, но вдруг, о, чудо! Он заметил тоненькую струйку воды, стекающую со скалы. Тотчас же он снял с руки сокола, достал небольшую серебряную чашу, всегда находившуюся при нем, подставил ее под струйку и долго ждал, пока она наполнится до краев. Но когда он уже подносил чашу к губам, сокол взмахнул крыльями и выбил ее, отбросив далеко в сторону. Чингисхан пришел в ярость. Но все же он очень любил этого сокола и к тому же понимал, что птицу тоже, наверное, мучает жажда. Он поднял чашу, вытер ее и снова подставил под струйку. Не успела она наполниться и наполовину, как сокол опять выбил ее из рук. Чингисхан обожал птицу, но он никак не мог допустить столь непочтительного отношения к себе. Он извлек меч, а другой рукой поднял чашу и подставил ее под струйку, одним глазом следя за водой, а другим — за соколом. Когда воды набралось достаточно, чтобы утолить жажду, сокол снова взмахнул крыльями, задев ими чашу, но на этот раз Чингисхан мечом убил птицу, и тут струйка иссякла. Полной решимости во что бы то ни стало добраться до источника, он стал взбираться на скалу. Он обнаружил его на удивление быстро, но в нем, прямо в воде, лежала мертвая змея, самая ядовитая из всех обитающих в тех местах змей. Если бы он выпил воды, не быть бы ему в живых. Чингисхан вернулся в лагерь с мертвым соколом в руках и приказал изготовить его изваяние из чистого золота, выгравировав на одном крыле. Даже когда твой друг совершает поступки, которые тебе не по душе, он остается твоим другом. На другом же крыле он распорядился написать: «То, что делается в ярости, не ведет к добру». Мораль притчи «Сокол Чингисхана» заключается в том, что поспешные решения, принятые в гневе, могут привести к непоправимым последствиям. Чингисхан не понял предупреждения своего верного сокола и в ярости убил того, кто пытался его спасти. Только позже он осознал свою ошибку. Вода, к которой он стремился, была отравлена, а его друг ценой жизни пытался уберечь его. Эта история учит тому, что перед тем, как действовать, важно осмыслить ситуацию. А необузданные эмоции могут заставить нас совершить роковую ошибку. Она напоминает о важности самоконтроля, терпения и доверия к тем, кто заботится о нас. Мудрость заключается не только в силе, но и в умении слушать, даже когда кажется, что ты прав.